В тот момент, когда BTS покинули Калифорнию, произошло нечто странное, и поначалу почти никто этого не заметил. Это не было шумно и не было драматично. На самом деле, все выглядело совершенно обыденно, 7 мировых суперзвезд просто шли по аэропорту. Не было ни грандиозного прощания, ни кинематографического момента, просто тихий отъезд из международного аэропорта Сан-Франциско. Но через несколько минут что-то изменилось. То, что начиналось как простое видео, быстро превратилось в нечто гораздо большее. Каким-то образом этот тихий момент не просто ознаменовал конец одной главы, он положил начало трансформации целого города. Города, который вот-вот должен был стать чем-то совершенно другим – Лас-Вегас. Поначалу в клипе не было ничего необычного. Он был коротким, простым и был небрежно опубликован сотрудниками BTS без драматической музыки, без специального монтажа и без попыток сделать его вирусным. Это была просто спокойная утренняя сцена. Небо над Калифорнией было ясным, аэропорт выглядел мирным, и все казалось нормальным, слишком нормальным. Вдали участники BTS шли к своему самолету, расслабленные и неторопливые, время от времени махая рукой сотрудникам и нескольким фанатам, допущенным в охраняемые зоны. Не было ни хаоса, ни кричащих толп. И все же фанаты не могли оторваться от просмотра, потому что что-то в этом казалось другим, словно это был не просто очередной отъезд. Интернет отреагировал в считанные минуты. Видео распространилось быстрее, чем кто-либо ожидал, на множество платформ. Фанаты со всего мира начали делиться одним и тем же роликом, анализировать его, перепостить и реагировать на него, пока хэштеги не стали популярными во всем мире. ARMY увидели не просто обновление о поездке, они что-то почувствовали. Некоторые описали это как эмоциональное событие, другие сказали, что это похоже на начало чего-то большего. Именно тогда фокус сместился. Пока BTS еще были в воздухе, в Лас-Вегасе уже что-то происходило. Сначала это было незаметно, несколько зданий подсветились фиолетовым цветом, а затем их стало больше. Отели вдоль стрипа начали менять свои рекламные экраны. На цифровых рекламных щитах, которые обычно рекламировали казино и шоу, внезапно стали появляться сообщения, связанные с BTS. Через несколько часов город уже не выглядел прежним. Официально это не было объявлено, и ни одно событие не послужило этому толчком, но шаг за шагом Лас-Вегас начал преображаться. Фанаты сразу же это заметили, когда в сети начали появляться фотографии. Углы улиц светились фиолетовым, а на огромных экранах демонстрировались визуальные эффекты BTS. Баннеры появлялись в неожиданных местах. Это не было похоже на обычную концертную подготовку, все выглядело скоординированным, но в то же время странно органичным, словно сам город реагировал. А затем наступил момент, изменивший все, стадион Allegiant. Обычно известный крупными спортивными событиями и масштабными постановками, стадион внезапно стал центром мирового внимания. Огромные цифровые экраны загорелись визуальными эффектами в стиле BTS, фасад был окрашен в фиолетовые тона, а слова «World Tour» появились крупным и безошибочным шрифтом. В течение нескольких минут изображения стали вирусными. Фанаты, которые уже находились в Лас-Вегасе, бросились к месту событий. Некоторые приехали просто, чтобы сфотографироваться, а другие стояли там молча, пытаясь все это осмыслить. Для многих это была не просто реклама, это было нечто более глубокое. Это ощущалось как сигнал. Чем ближе была дата концерта, тем накал страстей усиливался. Фанаты начали прибывать раньше, чем ожидалось, не только из соседних штатов, но и со всего мира. В аэропортах резко увеличилось количество международных прибытий, отели быстро заполнялись, а бронирования исчезали быстрее обычного. Местные предприятия начали замечать нечто необычное, рестораны были переполнены, магазины забиты товарами, всем, что хоть как-то было связано с BTS, и все раскупалось мгновенно. Некоторые сообщения утверждали, что в определенных районах наблюдался уровень активности, обычно наблюдаемый только во время крупных глобальных событий. Даже это не объясняло всего, потому что дело было не только в цифрах, дело было в атмосфере. Энергия города ощущалась по-другому. Музыку BTS можно было услышать в неожиданных местах – кафе, на улицах и в небольших магазинах. Люди в фиолетовых нарядах заполняли тротуары. Незнакомцы мгновенно узнавали друг друга, объединенные чем-то одним.
На мгновение Лас-Вегас перестал быть Лас-Вегасом, он стал чем-то другим, чем-то единым. И все же, несмотря на все это, сами BTS оставались практически незаметными. Их прибытие прошло тихо и тщательно спланировано, без публичного появления в аэропорту и без масштабных пресс-конференций. Появилось лишь простое подтверждение того, что они благополучно приземлились, сопровождаемые единственным постом – ночной вид Лас-Вегаса с яркими огнями, растянувшимися по горизонту, и короткой подписью «Добро пожаловать в Лас-Вегас». Вот и все. Никакого длинного сообщения, никаких объяснений. Но каким-то образом это сделало все еще более впечатляющим. В течение нескольких минут этот пост взорвался миллионами лайков и сотнями тысяч комментариев. Фанаты реагировали, делились и радовались, некоторые говорили, что это отличается от всех предыдущих остановок тура, другие называли это нереальным, а некоторые даже предполагали, что это может стать одним из самых важных моментов всего тура. Но почему? Что сделало город таким особенным? Частично ответ кроется в масштабе. Лас-Вегас создан для зрелищ, огни, архитектура и атмосфера призваны усиливать впечатление. Когда эта энергия встречается с чем-то столь же мощным, как BTS, результат не просто огромен, он ошеломляет. Но есть и другой слой, который фанаты понимают лучше всех, потому что дело не только в выступлениях, дело в связи. Годами BTS создавали нечто, выходящее за рамки музыки, отношения со своей аудиторией, которые кажутся личными даже в глобальном масштабе. Такие моменты, простые, нефильтрованные и настоящие, напоминают фанатам, почему. Это видео из аэропорта, это тихая прогулка, этот небольшой взмах рукой, эти вещи важны, потому что они делают все остальное реальным, даже когда масштаб становится огромным. По мере того, как нарастало предвкушение, в разговор вошел еще один элемент – предположение. Фанаты начали обсуждать, что может произойти во время концертов в Лас-Вегасе. Некоторые полагали, что могут быть специальные сцены и выступления, невиданные в предыдущих городах. Другие задавались вопросом, изменится ли сет-лист. Некоторые даже предполагали, что постановка может быть расширена за счет использования передовых технологий стадиона. Конечно, ничего из этого не было подтверждено, но это не остановило обсуждение, потому что, когда ожидания достигают такого уровня, за этим следует воображение. Как раз тогда, когда казалось, что масштабы уже не могут быть больше, они стали. Местные СМИ начали освещать это явление не просто как концерт, а как нечто большее – культурный момент. Это было событие, объединившее людей из разных стран, с разным происхождением и языками, всех связанных одним общим опытом. Некоторые репортажи подчеркивали экономическое влияние, в то время как другие фокусировались на эмоциональной стороне, на том, как взаимодействовали фанаты, как город адаптировался и как все, казалось, совпало. Постепенно сформировалась новая история. Это был не просто визит BTS в Лас-Вегас, это был ответ Лас-Вегаса на BTS. По мере того, как дни отсчитывались, энергия продолжала расти. Каждый вечер толпы собирались возле стадиона не ради шоу, а просто чтобы побыть там, почувствовать что-то и стать частью момента еще до того, как он наступит. Иногда ожидание становится самостоятельным переживанием. Возможно, именно это и отличало этот случай. Речь шла не только о том, что BTS сделают на сцене, речь шла обо всем, что предшествовало этому – тихом уходе, вирусном моменте, преображении города и эмоциональном нарастании. Все это было взаимосвязано, приводя к одному вопросу – что произойдет, когда наконец зажгутся огни? Если все, что было до концерта, казалось таким масштабным, то то, что произойдет дальше, может оказаться чем-то совершенно неподготовленным. Когда наконец наступил вечер открытия, напряжение в воздухе было настолько сильным, что казалось почти осязаемым. Последние часы перед открытием ворот стадиона Allegiant фанаты пели песни BTS вместе на улице, создавая огромный хор, эхом разносившийся между высотными зданиями. Внутри стадиона съемочная группа проводила последние проверки светового и звукового оборудования, которое было доведено до предела своих возможностей для такого масштабного зрелища. Никто точно не знал, что произойдет, когда начнется обратный отсчет, но одно было ясно – граница между сценой и зрителями стерлась задолго до начала шоу. Весь стадион ощущался как живой, дышащий организм, ожидающий первой искры, которая зажжет ночь.
Внезапно свет стадиона полностью погас, погрузив десятки тысяч людей в мгновенную, затаившую дыхание тишину. Но эта тишина длилась недолго, так как темноту тут же сменило море фиолетового света от десятков тысяч армейских бомб, освещавших пространство в идеальном синхроне. Визуальный эффект был ошеломляющим, стадион выглядел как искусственная галактика, сверкающая посреди пустыни Невады. Зазвучала первая композиция с мощными басами, вызвав такой громкий рев ликующих криков, что вибрации ощущались далеко за пределами стадиона. Среди клубов дыма и лазерных лучей, рассекающих ночное небо, 7 долгожданных силуэтов наконец появились на сцене. С самой первой песни стало очевидно, что предположения фанатов последних дней полностью оправдались. Масштаб постановки в тот вечер намного превзошел все, что было показано в предыдущих городах, с использованием самого большого изогнутого светодиодного экрана, когда-либо установленного на стадионе. Каждый переход между песнями сопровождался совершенно новой хореографией и грандиозными аранжировками живой группы, что делало выступление невероятно свежим, но в то же время удивительно интимным. BTS не просто пели и танцевали, они покоряли сцену с харизмой, которая закрепила за ними статус мировых икон. Энергия, исходящая со сцены, встречалась с такой же интенсивностью и со стороны толпы, создавая замкнутый круг эмоций, который нарастал с каждой секундой. В середине концерта самая эмоциональная «Мама» вечер начался с того, что музыка стихла, и участники группы встали рядом, чтобы обратиться непосредственно к публике. На фоне открытых стен стадиона, сквозь которые проглядывали огни Лас-Вегаса, они выразили свой абсолютный восторг от невероятно теплого приема, оказанного им после отъезда из Калифорнии. Они признались, что видели, как весь город окрасился в фиолетовый цвет, зрелище, которое заставило их почувствовать себя как дома, даже несмотря на то, что они находились за тысячи километров от родины. Эти искренние слова вызвали слезы радости у всех присутствующих, укрепив эмоциональную связь, которая всегда была основой отношений между BTS и ARMY. Когда концерт подошел к финалу, самым большим сюрпризом вечера стало зрелище. Небо над стадионом Allegiant вспыхнуло специально созданным фиолетовым фейерверком. На улице знаменитые фонтаны вдоль Лас-Вегас-Стрип начали танцевать в реальном времени в ритме песен BTS, звучавших внутри, органично сливая концертную площадку с пульсом города. Местные СМИ, освещавшие события извне, отметили, что это был первый случай, когда развлекательное мероприятие органично захватило всю эстетическую инфраструктуру города. В ту ночь Лас-Вегас перестал быть просто холодным городом-казино, он превратился в величественное, теплое пространство культурного праздника. Когда огни стадиона снова включились, сигнализируя об окончании первого дня, фанаты медленно расходились, не желая покидать волшебство, свидетелем которого они только что стали. На улицах эйфорическая атмосфера не угасала, она продолжалась до поздней ночи. Люди обменивались историями, делились фотографиями и пели вместе вдоль тротуаров, все еще светящихся фиолетовыми акцентами. Влияние ночи мгновенно ощущалось в глобальных социальных сетях, где музыкальные критики и отзывы фанатов сходились во мнении, что этот концерт установил совершенно новый стандарт для живых музыкальных выступлений в современную эпоху. В конце концов, то, что начиналось как обычный вылет из аэропорта в Калифорнии, вылилось в феномен, который переписал историю развлечений Лас-Вегаса. Эта трансформация доказала, что сила BTS заключается не только в продажах альбомов или рекордах стриминга, но и в их уникальной способности трогать человеческие сердца и мгновенно менять реальность целого города. По мере того, как Лас-Вегас постепенно возвращался к своему обычному ритму в последующие дни, остаточные следы фиолетового цвета в уголках города оставались безмолвными напоминаниями. Напоминаниями о том, что в течение нескольких необыкновенных ночей мир стал свидетелем того, что происходит, когда город, созданный для зрелищ, объединяется с группой, рожденной творить историю. В конце концов, Лас-Вегас не просто принимал BTS, он ответил им. И по мере того, как фиолетовые огни медленно гаснут, связь остается навсегда. Если это видео заставило вас снова почувствовать эту фиолетовую магию, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться. До новых встреч, Апабангпа!